Всем здравствуйте! Сегодня мы смотрим игрушечку под названием GreedFall. Это ролевая игра от студии Spiders. По-моему, я играл в несколько их игр прошлых, и на мой вкус они были неплохими. Давайте вот посмотрим. Наш стрим идет на Твиче и будет выложен на мой канал на Ютубе. Так что спасибо вам за лайки и комментарии под видео. Так, сейчас мы откроем чат. Угу. Сразу же есть повышенные уровни сложности. Так, заниматься ремеслом, тщательно продумывать боевую тактику. Угу. Так. А это? Враги многочисленные, быстрые и опасные. Не понимаю тогда, для чего высокая сложность. Если уж мы прошли на обычный, тогда уж мы второе прохождение делаем на экстремальный. Я так думаю. Спутники сильны, враги слабые и пассивные. Вот научиться бы играть на легком. Так. Чат есть. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes. Создание персонажа. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Да. Де Сарде зовут главного героя. Так, а что это такое на лице? Это татуировка или это болезнь? Ага. Готовые варианты. Ой, как я так проскочил. Так, лицо отдельно, да? Угу. Ладно, переделаем. Ага. Вот оно как. И че такое? Пусть будет так. Как же без растительности на лице? О, самое то. Так, бакенбарды убираем. Угу. Так, брови? Ну ладно, раз в такое дело, создадим персонажа. Цвет волос. Так, глаза. Попробуй разгляди. Так, это что такое? Какой цвет-то вообще? Эй, стой! Куда ты? Куда он? Стой!
Ладно, пусть будет так. Значит, перейти к другому этапу. Ага. Выберите класс персонажа, ориентируясь. Вы сможете открывать навыки других классов по мере прохождения. Нет, по мере развития персонажа. У меня там просто стримерская панелька наверху. Я не вижу часть надписи сверху. Специалист по ближнему бою. Тяжелое одноручное оружие и огнестрельное. Сила и выносливость. Ремесло и энергичность. Специалист по изменению условий на поле боя. Инженер. Стихийная ловушка, огнестрельное оружие, одноручное оружие. Меткость и ловкость. Наука и взлом. Специалист по дальнобойным атакующим заклинаниям. Кольцо божественной магии, паралич. Тяжелое одноручное. Духовная сила и сила воли. Наука и интуиция. Интересно, интересно. Давайте попробуем так. Первую из характеристик. Меткость. Воин. Разбойник. Или нет, разбойник. Инженер. И маг. Урон, наносимый заклинаниями. Ага. Магический урон и выработка ярости. Сила воли. Увеличивает запас магии и длительность действия заклинаний. Лучшие амулеты и ожерелья. Давайте попробуем вот так. А это что? Увеличивает урон дальше. Таланты. Харизма, наука, энергичность, ремесло, интуиция, взлом. Я даже забыл. Так. Дешевле покупать товары у торговцев и улучшает боевые навыки спутников. Шанс успеха в вариантах диалога. Зелье. Хрупкие стены с помощью взрывчатки. Взлом. Ловушки. Обнаружение мест с ресурсами. Варианты в диалогах? Ух ты. Так, простые улучшения оружия и брони. О как. Позволяет преодолевать некоторые препятствия, где требуется удерживать равновесие. Увеличивает максимальное количество боеприпасов и позволяет медленно восстанавливать здоровье и магическую энергию вне боя. Ну, штука полезная. Наука и интуиция рекомендуется. Наука взлом, ремесло, энергичность. Наука и интуиция. Наука и интуиция. Так. Увеличивает количество собираемых ресурсов и трофеев. Либо харизма. Все нужное. Так, а кому там энергичность? Ремесло и энергичность. Наука и взлом. Наука и интуиция. Так, ну... Увеличивает радиус открываемой местности. Максимизирует количество собираемых ресурсов и трофеев. А наука? Зелья. Пули, алхимические препараты. Сложные зелья. Так, это у нас диалоги. Ну ладно. Возьмем эту интуицию.
такая энергичность. Что дальше дает? Позволяет преодолевать некоторые препятствия, где требуется прыгать. Позволяет преодолевать сложные препятствия. Позволяет обходиться без мастерской при переработке. Ну хорошо. Интуиция так интуиция. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you Эй, any все, more needs, убежал. Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. Так, что у него на лице такое? Pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You're leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish it. Thank you, cousin, for getting me out of that. Странно. Так, компас необходим. Так, отмечено направление на важные объекты и цель активного задания. Основное, дополнительное. Хорошо, это основное. Просто кружочек дополнительное. Сейчас. Сейчас стримерскую панельку передвину. Так, сейчас. Мне кажется, у меня сейчас категория игры слетела. Сейчас мы ее восстановим. Должно работать. Так, хорошо, теперь видно. Компас. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Это мы с ней разговариваем? Не думал с этим. I must go to the dispensary. Maybe I will be able to make myself useful there. О, уборка. I wish you a good day, Your Excellency. Да, но главный герой не такой, непростой. Не простолюдин. Ух ты, стучаться. Greetings, Your Excellency. Какой, значит, двор? Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Тренер? Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms.
as loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Угу. Атаковать 3 раза. Ага. Основная, дополнительная. Чё там? Оглушение. Угу. Ой, не то. Не та кнопка. Ай-яй-яй-яй. Так, сейчас. Чтобы поместить нужное зелье в ячейку быстрого доступа, нажмите левый бампер, откройте меню тактической паузы. Так позволяет остановить игру и не спеша выбрать следующее действие. Можно применять заклинания, навыки и зелья, а также помещать их в ячейки быстрого доступа. В бою пауза позволяет получить больше информации о врагах. Примените зелье с помощью быстрого доступа. Лампа? Так. Летящая тень, пробивная тень. Яростная магическая атака. Нас этому не учили еще. Левый триггер. Защита, уклонение. Не то? Значит, привязать, что ли? А, вправо можно нажать. Или нет, или это просто крестик медицинский. Угу. Назначение кнопок. Значит, первая группа на крестовине, вторая на правом триггере и крестовине. Третья группа на правом триггере и кнопках. То есть всего 12 кнопочек или штук навыков, зелий, предметов мы можем на панельку быстрого доступа назначить. О, странно. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Нормально. No, thanks all the same. I've quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry, always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. То есть, если захочешь повторить основы. I'll remember that. Thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Давайте выразим недовольство. I have
to admit, I thought my days as a child, complete with bodyguard, were behind me. I do like being wanted. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. Ага. I'll meet you as soon as I've said То есть он my как goodbyes. компаньон встретится с Куртом у входа во дворец. Основное задание. Ну, плохо, что текстурки вон брони у этого Курта налезали друг на друга. К сожалению, прям очень заметно. Ну ладно. Так, а с той стороны ящиков ничего нету? Ха, скрытность. Угу. Пустовато. Так, что это у нас такое здесь? Угу. Двери закрыты. I've put this off for as long as I can. I need to make my farewells to my mother. I'll go and meet up with Kurt in the city afterwards. Угу. Нет, не разговаривает. Может, чума это какая-нибудь? What is this? Have you not been taught to Ой-ой. knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles. Остров чудес. Это не материк, это остров. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort that to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. Ой-ой-ой. My Ой-ой-ой. blessings go with you, my child. Now, be off. Теперь точно заражен. О, даже шляпу выдали. При желании вы можете передвигаться быстрее. Угу. Ух ты. Ух ты. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Так, вот кораблики.
Кстати, чем-то даже Fable напоминает. Второй там или третий. Даже ближе, наверное, к третьему. Hello, sir. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Так, состав группы. Курт. Принять группу. Умело сражается в ближнем бою. Может носить тяжелую броню. Выносливость, сила, ловкость. Оружие все виды холодного. Зелье равновесия в начале боя. Особый прием. Особый прием для этого оружия. Фракция монетная стража. Типа наемник. Отношение подозрительности. Ну ладно, берем. Вы получили дополнительное задание. Подробное описание можно найти в журнале. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Greenblood, do you need something? Это кто? I wondered if you ever felt lonely. I А, always do. про Курта? Why? Do you want to rectify this? Нет. Так, а нет, слова нет. I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave you. Ну, идем верной дорогой, проложенной BioWare. Так, это наш персонаж. Ха. Ух ты, мы можем прям экипировать предметы на наших союзников. Кольцо неофита. Магический урон. Оглушение. Потертый молот с шипами. Ничего себе. Так. А, это мы переключаемся между Куртом и Десарде. Расходники, компоненты, предметы для заданий. Хлам. Фетровая шляпа. Какое-то равновесие там. Восстановление магии. Сопротивление урону ядом. Накидки нету. Так, ладно. Так, дополнительное задание. Груз монетной стражи. Угу. Карта мира. Ух ты. Так, вот и гавань. А вот и так называемый остров. Ничего себе. Нью-Сирин называется. Назвали. А, это голод. Merchant Congregation. То есть какого-то там союза торговцев.
Санмар. Матеус Хикмет Ньюсирин. Что это такое? Кстати, этот типа европеец и типа индеец. Остров Тир-Фраде. Де Корсильон Фиси. Кодексы. Торговое содружество. Господин де Сарде. Это главный герой? Ага. Ваша жизнь прошла при дворе князя Орсея, где вас воспитывали вместе с его сыном Константином. Здесь обучались у мастеров, фехтовальщиков, ученых, политиков. Вы умеете вести переговоры и прекрасно владеете не только холодным оружием, но и магией света. Вы всегда были более спокойным и рассудительным, чем ваш кузен. Старались защищать его от неприятностей. Этим вы заслужили уважение своего дяди, который и назначил вас эмиссаром на Тир-Фради. С тяжелым сердцем вы покидаете умирающую от Малихора мать. Малихор. Понимаете, что больше не увидите ее, но в глубине души радуетесь возможности вырваться из полной трупов сирены. Так мы ж привезем туда заразу. Княжна де Сарде, это вот мать главного героя. Ваша мать и сестра князя Арсея. Так. Из-за боли и изменений во внешности она больше не может появляться при дворе. Господин де Курсион. Это вот... Который приходил, да, за нами? Придворный учитель. Преподавал историю, политологию и международное право. Тоже едет, значит. Или плывет. Так, монетная стража. Курт. Капитан монетной стражи. Так, сирена. Это вот про материк или про город, где мы находимся? Крупнейший город торгового содружества. Один из важнейших портов на континенте. Сирена переживала Золотой век, когда началась эпидемия Малихора. За последние 20 лет болезнь унесла несчетное количество жизней. Путешественники стали все реже посещать город. В том числе из-за того, что ухудшились отношения содружества с нафтами какими-то. В наши дни Сирена переживает темные времена. Лишь немногое напоминает о ее былом величии. Так, нам вниз. Напоминает первый Dishonored. Второй я еще не играл. Нет, этот ящик не берется. Тактическая пауза. Так, паралич. Парализует врага на определенное время. Исчезает при нанесении урона. Позволяет вывести из боя сильного врага и уничтожить более слабых. Уничтожить прям? Ух ты. Да, это ж тела.
Карту местности можно открыть долгим нажатием. Угу. А, вот он показывается, да, куда идти. А здесь наверху. Раз нам вниз идти, давайте мы наверху там все осмотрим. Greetings. I hope your day will be better than mine. Парчевый район. Справка. Так, общее описание. Так, карта региона важные. На ней отражено расположение важных объектов. Так, если мы в здании, можно триггерами левым и правым переключаться между этажами. Регионы, которые вы еще не посетили, покрыты серым туманом. Вы можете поставить свою метку. Ух. Кстати, вспоминается, да, тоже Мор Утопия. Она же... как там? А как она называлась-то по-английски? Патологик? О, зелье равновесия. Зелье, которое повышает устойчивость на длительное время. Парализующая ловушка. Парализующая ловушка, которая взрывается при приближении врага. Боеприпасы для огнестрельного оружия. Угу. Сейчас. Угу. Еще разок. Стримерскую панельку перемещу. Это кто там? Ой-ой-ой. У меня что-то компас. Так, снова придется переместить. To my house, and death to the others! Drink a potion. Выпить зелье? Так, а... как там переключаться между врагами? Враг один? Мы можем выбрать. Яростная магическая атака. Так, зелья у нас нету такого. А, ух ты. Забираем. Золотые монетки.
Старые укрепленные перчатки. И монетки. Ух ты, толстые перчатки кузнеца. Монетки, зелье ярости, боеприпасы, шкура, старые мягкие сапоги, поношенная треуголка. О, вероятность трофеев. Супер. Ржавый кинжал охотника. Сильное зелье магии. Постепенно восстанавливает большой запас магической энергии. Так, посмотрим. Это что такое у нас? Так, берем, да, поношенную треуголку. Вероятность трофеев — это прям супер. Ну, пока непонятно, для чего ему ремесло. Что такое зелененькое? Улучшение написано. Давайте мы оденем. Так, сапоги. Сапоги вместе со штанами идут в комплекте. Написано качество 22. Качество 15. Так, это оружие. Потертый молот с шипами. Кинжал мы не можем. Нужно одноручное оружие, ловкость 1. Так, а здесь всяческие ловушки. Всякие зелья. Так. Шкуры, снятые из чудовища. Предмет для обработки с помощью ремесла. Туда нам не пройти. Что за мощная магическая атака? Зелье ярости. Кстати, насчет оборудования тут ловушек-то нету. Позволяет наносить удары, от которых невозможно уклониться и защититься. Оглушение. Так, успокойся. Оглушение 55, тут оглушение 165. Почти в 3 раза шанс выше. Защищает от всех атак на короткое время. Так, а мы не можем сейчас выбрать этого Курта? Ой, ну вот. Have a nice day, sire.
Ягоды боярышника. Кажется, она заражена. Теперь точно. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Туда. Не до разговоров. С чумой. Да, чумной город — это страшно. Greetings, Your Excellency. А, можно приближать. Ух ты, сколько... Вот это да. Вот это классно. Угу. Люди пытаются вещи свои вывести, но, возможно, даже умирали прям здесь. Ух ты! Вор. Попробуем сразу. Парализовывать. Да, не получится. Ярость нужна, может быть. Расход ярости на атаку, да. А как нам... Еще одна, что ли? А как нам поменять оружие наше? Мы же можем как-то, наверное, этим рукопашным. Правый бампер. Основная атака. Мощная, яростная. Все, ясно. Можем сражаться в ближнем бою. Толстые перчатки кузнеца снова? Так, мы же еще кого-то там. Вот, победили. Во. Угу. Ой, сейчас. Перчатки кузнеца. Качество 31. Пусть будет так. Сопротивление стихийному урону. О, шляпа. Получше. Ржавый эспадрон. Таким не может пока кинжалом пользоваться.
Ну ладно. Стоп, ну-ка. У нас два вида оружия. У него одно. Картины прям пытались люди вывести. Ящик. Сырая железная руда, ягоды и еще что-то. Еще? Ядовитая ловушка. Да, у них, кстати, стиль разбойников остается прям. Уже много игр с этими ловушками. Ну, тут он, как там, инженер называется? Но мы понимаем, да, что это классический разбойник. Сейчас, секундочку. Угу. Так, боярышник. Красные ягоды, собранные из кустов боярышника. Ингредиент для создания оживляющих порошков и зелий здоровья. С помощью науки. Сосновая смола. Угу. Всякие алхимические препараты. Так, регион даже. Красный лес, долина Великой Битвы.
Поющие воды, лес древних. Так, сырая и железная руда. Почти на всей территории острова. Угу. Сообщим. Дом семьи Фонтен. Нам туда не надо еще? Картины прям. Кто тут попался? Ищите здесь. Куда пропал? Убили? Умер? Заболел? Камзол. С 3 этими ячейками для улучшения. Еще одна шляпа. Давайте его оденем. Угу. Ух ты, солдатский серебряно-голубой камзол. Взлом +1. Ничего себе. Так, старый вышитый камзол. Вес. А, да, тяжелее. Бедняжка только что прорисовалась. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Как она была во дворце? Понятно, это стандартный строчки диалога. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Ух ты! Это что такое? Местная религия? Прям так, сразу? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? Почему? To be entirely honest with you, I was hoping to задание. solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of Еретики. dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. Так, ну они же You're уезжают. hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city.
If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Спросить. Давайте спросим. О всяком. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. Интересно. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. То есть все правители, они тут маги. То есть, но люди рождаются магами или как-то и можно научиться? What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Ptolemy, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that peace with the Bridge Alliance are maintained. Стоп, он же... Он посол же, да? Он говорит не от лица этого государства. Так чего он от нас требует? Ловли еретиков. Это ж не его земля. Тут другие законы. How is Ptolemy faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Ох, это... С этим может быть... С этим могут быть сложности. Ну да, аллюзии понятны, да, на колониальное, значит, прошлое Европы. Интересный взгляд такой, фэнтезийный. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front, without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Значит, государство, которое мы сейчас, оно как бы
нейтральное, такое средненькое. Тут все разрешено. Этот в красном, он представитель религиозного государства, который воюет с этим Bridge Alliance, альянсом моста, с государством, где упор сделан на науку. Значит, все эти государства отправились колонизировать остров, где живут местные, поклоняющиеся своим каким-то этим магическим демонам. И теперь, значит, религиозники пытаются этих местных аборигенов, не аборигенов, там, жителей, то же самое, в свою веру затащить. А те, значит, представители научного государства пытаются, значит, этих бедных местных вот вообще от магии, значит, отучить. Шнти, класс. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Это интересно. Have a nice day, sire. Правильно. Хорошо, что закрыто. Не надо лишнее в игре. Лишние помещения. Так, это что? Дом семьи Фонтен. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Фонтен напоминает мне Фонтейна из Биошока. Фонтейн Industries. Дом семьи Фонтен. SSD не нужен. Какие картины, он даже... Ничего себе они тут... Даже холсты вон нарисовали. Текстуру. Такую. Ребристую. А вот зеркало, к сожалению, не работает. Как там? Как называется технология? Рейтрейсинг. Сюда мы должны будем прийти по сюжету, наверное. Или там по заданию какому-нибудь. Пока тут делать нечего. Библиотека чья-то. Или нет, или это... Кто-то здесь жил точно. Монетки, ловушка. Сапоги, стилет. Ой, мы пользоваться не можем. А вот он очень даже. Оглушение, выработка ярости, расход ярости на атаку. 50, 25. Но у меча, да, оглушение выше. Угу. Пусть будут такие. Так. Найти контрабандиста. Так, предстоятель Антониус. Посол Телемы в торговом содружестве. Значит, Телема это религиозная. Приехал в Сирену несколько лет назад, все еще не утратил надежды обратить крупнейший город Содружества в свою веру.
состоит в ордене проповедников, покровительствует инквизиторам и часто оказывает им помощь. Так, теперь мы куда? Договориться с продавцом. Давайте пока сюда. Площадь князей. Ты ух. Противоядие? Старая сабля из сада. Так, это и явно тому. Нет? Качество 25. Может, там? Ой, надо же. Оказывается, ящик был полный. Это что, баррикады горят? А, тела. Магическая ловушка. Но мы не можем ловушки использовать. Ой. Greetings, Your Excellency. Киберпанк, значит... I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Вот они, две одинаково одетые. Только бюджет там. Ого. А здесь... Утю-тю. Так, а это кто? Научный? Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations. And А если бы мы к нему пришли первые, может... Please tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing Я думал, он не даст нам задание. a charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me.
As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In Он any city of представитель the Bridge этого Alliance, we would have мостового arrested him. альянса. But here we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Мостовой альянс. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further Страна in ученых. each and every domain. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Ясно. Значит, страна, в которой мы находимся, это такое буферное государство. The Bridge Alliance has been on Tier 3D for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. Ничего себе. But they're not the only occupants. Что за животные такие выше дома? Savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Так, Телема это как раз религиозное государство. And what of your war with Ptolemy? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tier 3D. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Ptolemy has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Интересно. I need to be going. Goodbye, Значит, Excellency. вот мы встретили представителей двух государств. То есть, если мы играем за инженера, то лучше как бы поддерживать этих. Если мы играем мага, лучше поддерживать Телему. May the disease never afflict you, Your Excellency. Ну, по крайней мере, да, вот так в общих чертах, потому что, значит, инженер это наука, Телема, ну, магия, это, ну, понятно, там, тут с религией связано. Ух, прям тела. Это зерно?
Нет? Это... Или это солома? Что там такое? Прям тела завалены. То есть проход завален телами. Склады. Склады семьи Фонтен. Торговец. Найти шарлатана. Казармные стражи. I wish you a good day, Your Excellency. Кстати, музыка напоминает так Mass Effect 2. На станции. Как он там назывался-то? Преступный, которая. Там ведь тоже была такая чума. Ох, какая водичка. Там же тоже была чума такая, которая поражала всех, кроме людей. Кирочка, ой ты писькля моя. Кирочка. Кирочку, идем. Ты где? Так это казарма. Казармы монетные стражи. Там склады. Ух, как огнестрельные. Угу. Ничего себе. Ой, открыть? Нет? Нет. Врач пытается лечить. Так, может там сюда можно? Да, закрыто. Наверное, с той стороны мы придем сюда. О. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Not yet. You know, this type of mission is not really my speciality. Oh, that's to your honor. But the commander did give the order to you. His Excellency might be able to help you. Well then, I await your return with impatience. I'm certain you shall do what's required. Так, и что за задание такое? Greenblood, do you need something? Эй. I must leave. Так что за задание-то? Ой. Captain, you set sail. You know, this type. Oh, that's to your. Не сказано, что за поручение. Ой, облизульки, ой, облизульки. Кошки облизывают друг друга. Ой, молодцы.
Это соль? Или известь какая-нибудь? Так, а это что такое? Кран? Даже жалко. Такая штука смоделирована в таком углу. О, вижу. А мы можем себе такой такую маску найти? Хотя, может, мы уже болеем. Трутовик какой-то. Логово бандитов. Кладовая. Хм. Сейчас. Торговец. Так, на лодки так далеко от берега. О, они больны. Так, вот что бывает, если не носить маски при коронавирусе. Угу. Так, мастерская. Ремесло позволяет улучшать оружие и броню. Наука позволяет создавать зелья и ловушки. Мастерской нужно обладать определенными знаниями. Получить их можно с несколькими способами. Развивайте соответствующие таланты, пользуйтесь определенным снаряжением или помощью спутников, чтобы получить бонус. Каждый очко таланта открывает новые рецепты. Для создания предметов ставятся ингредиенты, которые можно купить или найти. Так. Хм. Серые ход ничего. Второй уровень ремесла. Да, второго уровня нету. Ух, третий уровень ремесла. А что, у него даже первого нету? Не, просто компонентов не хватает. А первый уровень идет от шмоток наших. Так, ладно. Так-то мы можем улучшить. Огнестрельного нету. Так. Одежда. Так, броня, равновесие. Ха, класс. Сколько моделек.
Все, значит, стоит одинаково по ресурсам. У него есть что равновесие. Ну, для нас вроде броня пока. Улучшать? Обойдемся. Так, расходники. Нужна наука, чтобы пользоваться ловушками. Вот это да. Так, ловушки, да, требуют 2-го уровня науки. Зелье тумана требует 1-го уровня науки. Так, все это, да, требует науку. Предметы для заданий. Алкоголь со снотворным, зелье сна. Шурупы. Необходимые для изготовления и ремонта мебели. Шурупчики. Ладно, будем знать. Так, торговля у нас здесь. Ого. Это не таверна случайно? Таверна же. Шурупы нашлись. Ничего себе, разве? Я думал, там уже улица должна быть. Тут уже 2 помещения подряд. О. Как? 2-й уровень взлома. Так, это у нас подвалы? Подъем? Ну да. Наоборот, подъем. Трактирщик, спуск. Это что? Метка. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighbouring wars have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Так, про болезнь. Has the Malicor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. They're still distrustful, as is their nature, but they are leaving home. Интересно. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Yeah, but that's nothing new to you. The city would have... Вода будет с островом. То есть эту болезнь нельзя так просто подхватить, да? Говорят ученые из Альянса. Right.
Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some naughts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Угу. I need to be off. Farewell. Goodbye. О, это что? Золотые монеты? Прям так? Hello, sir. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Надо же. Деньги лежат, и мы можем брать спокойненько. Ничего себе. Это что вот у нас здесь такое? Странно, вещь сушится. Одновременно тут такие вот фрукты и подушки. Ай. Попробуем на второй этаж сходить. О, еще. Кто такие эти нафты? Странно. Это что такое? Ключ от кладовой трактирщика. Уровень. Взламывать надо. Письмо алхимика из Аль-Сада. Дорогой Ариф, я очень опечален тем, что ваши надежды найти покой в Сирене не оправдались. После вашего Академия оказалась в удручающем состоянии. Ваши обвинители законов для них или опыта. Мы ничего не можем сделать, лишь молчать и ждать. Искренне надеюсь, что ваши поиски увенчаются успехом, ваш друг. Мы, видимо, слишком рано сюда пришли. Ну хорошо. Пусть будет у нас вещи для задания уже готовая. Лежать в кармашке. Так, какая из них? Так, открыть ключом. Угу. Еще один ключ. Служебный вход в таверне Новой Сирены. Угу. Такой Dark Souls. Открыли проход.
Ага, тот самый алхимик. Ой. Угу. Снова? Посмотрим, что у него есть. Денег у нас-то немного. Ничего себе, такой топор. Кольцо священника? Ух ты. Так, а у нас какое? Шанс оглушения выше. Ой, ниже, чем у нас. Выработка ярости чуть выше. Урон выше. Только мы серые вещи можем таскать. Причем не двуручные, да, а тяжелые, одноручные. Интересно, да? Маги пользуются тяжелым одноручным. Так, ружья и огнестрельные. Несовместим с этим персонажем. Старая шляпа исследователя. Ну, понятное дело, мы сейчас ничего не будем покупать. Ловушки продать можно. Предметы для заданий. Смола, руда. Что у нас здесь? Склады? Угу. Чудеса науки? The absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more говорит, вылечит все. This little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But еще нет. Your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice!
The file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Так, может он подсадной? There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Have a nice day, sire. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. I do to convince you. А как он продемонстрирует? Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But Ловко. if it helps you make up your mind, give me just a moment. Then, as you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Так, повозку, да? Осмотрим. Ага. Там обойти надо. Так, эмиссар Сахин. Профессор из университета Алисада. Угу. Сейчас. Всяческие ингредиенты. Очищенная железная руда. Ой, это общие характеристики. Навыки: магическая сила, защита, торговое сотрудничество, симпатия. Все остальное: мостовой альянс, подозрительность, телема, монетная стража, нафты и островитяне. Все они к нам подозрительны. Ух ты. Так, потеря равновесия. Дестабилизация врага при атаке. Чем выше параметр, тем больше вероятность прервать действие врага или сбить его с ног. Угу. Ладно. Навыки. Ух ты. Вот это да. Вот это интересно. Ха, тяжелая одноручная. Хм. Ага, это от вещи. Ремесло уровень 1.
Угу. Так, письма. А, да, это мы прочитали. Хм. Так, на нас тут нападут, нет? Панацея. Ой. Воровка. О, можем яростную магическую атаку. Попробуем тогда, значит, парализовать. Так, эту. Тоже можно парализовать? Хм. Пробивную тень. Так. Угу. Яростную магическую. А мы можем нашего заставить атаковать? Или он там сам по себе? Хм. Так, ага. Яростная атака. Отбрасывание. Хм. Нормально. Зелья всякие, ловушки, поношенные треуголки. У нас треуголки такие уже у обоих. Угу. Так, а можем мы союзнику там приказать, как он там, как вести себя в бою? Наверное, нет. Сбрасывать навыки можно, вон написано. Развитие персонажа. Но пока это нам не надо. Ой. Научный журнал алхимика. Страницы исписаны мелким неразборчивым почерком, на них описаны результаты опытов и осмотра пациентов. Встречаются непонятные символы. Сложность некоторых рецептов не оставляет сомнения. Автор этих записей был очень хорошим алхимиком. Письмо от трактирщика. Луиза, этот странный алхимик из Альянса, который снял комнату наверху, просит не заходить к нему и не делать уборку. Наверное, старый дурак боится, что ты разобьешь его склянки. Пусть сидит в грязи, если хочет, не будем ему мешать. Хм. И письмо здесь. Так. Научный журнал.
Письмо от трактирщика, а это? Наши надежды найти покой. Угу. В контексте новом прочитаем. Странно. Явно он какой-то там академик. Have you finally made up your mind? Показать флакон с лекарством. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me? Hmm. Just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't Стоп, go far. куда? Find him before his head ends up on a spike. Back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Угу. Бежим обратно в таверну. Так, это путь вниз, а нам наверх. После двери очень резко поворачивает персонаж. Угу. А это кто? А, нет, я думал, кто-то лежит. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. My career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave this. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Так, спросим, да. Are you in those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? Кстати, да. I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Что-то как-то странно. То есть он так долго принимал лекарства, что стал, наоборот, сверхчувствительным к нему. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them
inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons, to find a remedy to the malachor take to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you gonna do with me, sir? Интересно. Ну, то есть, по идее, он это более человечная версия тех ученых из того государства ученых. Потому что, судя по документам или письмам, да, и по словам вот этого человека, да, и по письмам, что он более человечными методами пытается лекарства найти, а те прям же с помощью жестокими методами. Получается, он как бы хоть и обманывает людей, но он пытается найти лекарство от этой чумы. Только не, значит, не убивая людей. Давайте поможем. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, want the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Проводить шарлатана. Угу. Так, и сейчас поставим чайник. Чаечек. Угу. Так. Как же нам его проводить? Поговорить с разъяренной толпой.
So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. Пока I нет. need to get you out of Стоп. here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow. Ой. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Стоп, а мы не можем его загрузить? Сейчас. Жаль. You. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Да, не получилось поговорить. На всякий случай. Он- Стоп, а почему? А что делать? Кстати. Неотправленное письмо. Альберт. Надеюсь, когда ты вернешься из Альсада, тебе передадут это письмо. Если, конечно, еще кто-то останется в живых. Я уже почти ничего не вижу и пишу с большим трудом. Прости, сынок, твое наследство будет небольшим. Мародеры уже наверняка разгромили нашу книжную лавку. Надеюсь, спрятанную в доме шкатулку они не нашли. Береги себя, сынок, и если найдешь деньги, беги на этот чудесный остров, на котором, говорят, нет ни болезней, ни горя. Твой любящий отец. Книжная лавка? Greenblood, do you need something? I must leave you. Так, а куда дальше? Тут же закрыто все. А, вот это да. Так можно. Customers. And we have no choice but to go this way? To my help. Написано, что это воры. And death to the Так, кого он бьет? Нет, паралич больше не работает? Так. Заклинание. Сколько? 2 секунды. You're running out of energy. Drink a potion. Так. Тут зелье магии, которое 1000 восстанавливает. Сейчас.
things are about. Угу. Так, а второй где? Далеко. Давайте попробуем этого тогда сейчас. Мощная атака. Ох, чуть он пинается. Хм. Эй. А блок есть? А, есть же у нас, точно. Стоп, а чё это с ним? Так, это оглушение. Ой, там у нас еще один. То есть он, может, на нашего этого алхимика бьет? Хм. Интересно. О, второй уровень. Крич гантин. Так, сначала все соберем. Так, мы куда должны его отвезти? Да, два нужно. Так. Кстати, пригодится, чтобы сражаться лучшим одноручным и двуручным оружием. Ну и сила. Лучшим тяжелым, одноручным и двуручным. И ловко. Пока у нас только, да, навыки есть. Значит, мы можем пойти в тяжелое одноручное. Палицы, молоты и топоры. Так, основная атака. Такая. Сбивающая атака. Мощная атака, которая наносит больше урона. Яростная атака, гарантированное попадание. Что у нас дальше? Крепкая хватка. Позволяет наносить больше урона с помощью навыка тяжелое одноручное оружие. Серия атак. Совершить комбо с помощью навыка тяжелое. Про комбо я в первый раз слышу. А, можно увеличить? Пробивание. Пробивание брони с помощью мощной атаки. Позволяет мгновенно исцелять себя. Помогает выжить. А здесь тяжелая двуручная. Основная атака тяжелая. Дальше идет уничтожающая. Всякое исцеление. Связь. Сочетание, значит, магии и... и силы. Но нет сочетания магии и инженерии. Наверное, будет здесь у техника там сочетание вот здесь, да, поверху. Техники и боя. А у бойца вот эти три.
Значит, оружие раз, два и стрельба. Так, кольца божественной магии. Угу. Значит, это урон в ближнем бою, а это магия такая. Дальнобойная. Так. Летящая тень и пробивная тень. Серия ударов с помощью пробивной. Стоп, что? Так пробивная это Y. А, магию расходует. Ну да. Это немного быстрее совершать серию ударов с помощью пробивной тени. Выше шанс оглушения. Что у нас здесь? Взрывная тень. Позволяет отбрасывать всех врагов и наносить им магический урон. А здесь молниеносный рывок. Только если есть кольцо божественной магии. Здесь у нас буря. Позволяет создавать ударную волну, которая накладывает эффект паралич на всех врагов на поле боя. Щит просветленного. Добавляет физическую броню и восстанавливает в определенного времени. Обеспечивает хорошую защиту от врагов с легким оружием. Так, это что у нас? Паралич. Так, увеличивает длительность. Разрушает броню врагов со статусом паралич. Ух ты. Позволяет расходовать меньше магической энергии при применении паралича. И позволяет наносить врагам, которые получили статус паралич, больше урона следующей атакой. Так, а исцеление? Вообще да, мы можем быть таким боевым магом. Он с тяжелым оружием, исцелением и там щитом просветленного. Так, позволяет накапливать больше ярости при получении урона во время действия щита просветленного. Дополнительно повышает устойчивость к стихийному и магическому урону. Дополнительно позволяет оказать на союзников вдвое меньший эффект. Что? Странно. Ну мы тут, значит, в духовную силу уже пошли. А так можно было бы пойти вон в ловкость, что ли? Если мы хотим пойти по тяжелому одноручному. Хотя наоборот, надо скорее силу. Если так.
Так, а здесь что? Перекат. Ха. Позволяет перекатиться, быстро применив уклонение 2 раза. Несовместимо с навыком кольцо божественной магии. С чего это вдруг? Бомба. Подготовленное оружие. Позволяет покрывать оружие алхимическими препаратами, которые дают дополнительный эффект при атаке. На 4 удара. Можно увеличить. Гранаты. Зловонный залп. Усиливает действие яда, который входит в ядовитую ловушку после применения навыков ловушки и гранаты. Вот они, да, ловушки. Да, мы он в силу. Лучшим, тяжелым одноручным и двуручным. Интересно. Интересно. Я хочу вот так. Хотя, погодите. Тяжелая двуручная. А это какое? Тяжелая. Тяжелая одноручная. Все ясно. Тяжелая одноручная. Просто одноручная. Угу. Мы идем, например, сюда, да, а потом идем в лечение. Но можно... Хотя нет, если мы берем такой навык, да, то уже надо идти вот дальше. Угу. Сначала мы берем, значит, большой навык, а потом уже его развиваем дальше с помощью маленьких. Значит, пока... То есть нет смысла брать только один большой. Если мы не собираемся дальше его прокачивать с помощью маленьких. Так, мгновенно исцелять себя. Дополнительно позволяет лечить отравление. Позволяет восстанавливать больше здоровья. Дополнительно позволяет восстанавливать броню. Дополнительно позволяет оказать на союзников вдвое меньше эффекта. Чего? То есть половина лечения распространяется на союзников. Или там союзники лечатся в половину от лечения главного героя. Вообще, да, нам не стоило тогда брать этот духовную силу. Ну, ладно, пойдем пока так. Так можно было такого бойца ближнего боя. О, достижение по стопам мастера. Открыт новый навык. Тут пока пусто. Неотправленное письмо. Ну да, все. Так, а куда мы идем-то? Ага, проводить.
Ясно. Так, здесь. Угу, так. Паралич. Ага. Воровка. Угу. Еще один паралич. Так, в кого? Кого бьем? Угу. Ой, ничего себе. Отступили слишком далеко. Зелье выпил? Какой хитрец. Угу, так. Тут пробивной. Ой. Защиту. Ха-ха-ха-ха. Успел. Хорошая пауза, кстати. Хорошо, держится. Защищает от всех атак на короткое время. Позволяет контр-атаковать при применении в последний момент. Есть. Штаны ремесленника. Перчатки доктора. Угу. Так. Не, шляпы плохие. Так, оружия нового нету? Не. Так, смотрим. Дорожная одежда. Нет. Толстые перчатки кузнеца, либо перчатки доктора. Ну, ремесло оставим тогда. Ядом нас, по-моему, не бьют пока. Так, а вот ботинки. Угу. Нормально.
Так, сюда или наоборот? К повозке. Видимо, к повозке. My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. And stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Что-то мы получили. Ой, а что мы получили-то? Панацея шарлатана. Снадобье, якобы исцеляющее все болезни, кроме малихора. Ха. Пойдемте поговорим. О. Пешком дойдем. Потому что, да, вот есть ящики интересные. Так, посольство у нас чуть левее. Тут нет ящиков. Матильдочка. Что такое? Что такое? Your Excellency. Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Давайте-ка спросим. Why should I deliver him to you? You deliberately hid the truth about him from me. What? Might I remind you that you're in audience with the ambassador of the Bridge Alliance? And you to a legate of the congregation of merchants that you treat like an imbecile. This man is indeed an alchemist at the bridge, and he told me much about your disagreement of opinion. And of course you sided with him. Certainly not. I have no part to play in your quarrels. I just chased him from our city. Now, if you're still intent on placing him in irons, you need to capture him on your own lands. How embarrassing. Shown more honesty in your О, репутация минус 2. And this modest gift for the voyage that awaits you. Вот это да. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Репутация минус 2. Дела. Он почти у нас уровень. Так и что? Так что мы получили-то? Не оружие случайно? Тогда почему оно не отображается? Старая сабля из Аль-Сада. До 25 уровня. Не это у нас уже было, по-моему. Так, все, выполнили.
Идем мы теперь сюда. Угу. На ту сторону. Так, ремесло всякое. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I could. The merchant is there. There are some days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again. Так, посмотрим. Опа-на. Огнестрельная. Ух, еще один. Ой, да, не стоит желтенькой подпрыгивать рядом так близко, я думаю. Давайте ее парализуем. Ой, почему в нее-то? Да что ж такое? Лично этого. Ага, так. Попробуем ударить этого. Эй. Хитрец. Напал на того. Ага. Паралич. А этого мы летящей тенью. Где ему зелье найду такое? Ух ты! То есть можно и того, кто рядом, задеть. Ох как. Надеюсь, он промазал. Оглушение. Так, уровень. Магическая защита. Не успел долететь. Шляпа разбойника. Нормально. Так. Ой, не то. Так, позволяет немного быстрее совершать серию ударов с помощью навыка пробивная тень. Что же серия ударов? А зачем серия ударов, если враг опрокинут?
Хм. Позволяет отбрасывать всех врагов и наносить им магический урон. Ну ладно, доберемся. Шляпа у нас хорошая. О, бочка. Янтарь какой-то. Мы можем перелезть? Можем. Класс. Ой, болен. You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. Он не торговец, может быть? Already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Я думаю, он бандит. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? О, интуиция? Предложить взятку? Так. I'm certain come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight of your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll be stated, the dastardly boldness of them face in front of your master, and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh, all right. Done. I'm with you. Ну и ну, мы тут преступность платим. My eyes will grow weary like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Bravo! Монетная стража, репутация 1. Да, странно. Don't you worry now. You'll get your merchandise. Так, а это что?
Найти контрабандиста. Во многих местах мы еще не были. Кира, фу. Так, вот бывший алхимик. Ну, стойка торговая. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchant. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission is finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must leave the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Груз надо доставить. Почему-то тайна. Найти способ доставить груз на Тир 4D. Тир 4D это новый остров. Так. Общее описание. Угу. Так, ладно. А местная карта? Так, вот она. Вот она местная. Так, паралич. Лампа, зелья. Не надо. Ну, ярость можно использовать. Периодически. Но пока бои легкие. Господин де Курсион. Так, портовый район. Пусто? Хм. Так, я, кажется, вижу ящик. Ага. Так. А, это... Как бы... Мы высоко стоим. Я думал, тут уже какая-то отмель. Типа пошла. А это нет, это ж... Все еще пристань.
Угу. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, А, да. not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. Тоже не нашли I его. need to find him Не before пришел еще. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? Что он в логове бандитов? Short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him. Probably had a bit too drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that Jonas was never one to drink. Двое суток. Nothing bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Ну хорошо. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Кто такие нафты? When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock, but the day of departure, every able-bodied sailor must. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Did I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Так, на берегу, в порту. Хорошо. О, еретики. Have you seen anyone wandering about? Looking. Maybe clandestine passengers? Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no smuggler just a while ago. A smuggler? Так, контрабандист, ага. Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Портовая тюрьма. Угу. Why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Скажем. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same couple of the ambassadors of Teleme's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about... Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Кто такие нафты? Heard anything about my cousin, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather Вот, наверное. party that went down at the Coin Tavern. But heard else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Помощь с товаром? А, насчет контрабанды. Так, давайте-ка сначала спросим про нафтов. Кто такие нафты? Это гильдия? Магия? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons. From a young age, it's how the guild is made and maintains its numbers. Не нафт, а нот, да? Как космонавт. Астронавт. Нафт, да? Вот они так называются.
Это магия, связанная с морем. Интересно. Could you tell me anything about our destination? The island of Teofredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mind for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. That will appear to you strangely familiar. I've also heard there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. Так. Попробуем договориться. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait for new Sir. If that shall have my hide. Captain, stand at bridge trolls Так. before being loaded. All То есть sorry, вписать are gonna have to wait until в the next документ. ship sets sail. Head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible time. In that case, we're going to have to doctor them ourselves. Harbour Master's office. Так. Может, пробраться можно? Втихаря. Soon, Captain. We need to have a word with that. Yourself. And in order to interrogate the smuggler. Давай. Исчезновение Юнги. Давайте для начала. Так, тут кто-то еще. Эти. Как он там зовут? Как его зовут? Господин де Курсион. Сейчас. Что за Курсион? А, вон наверху. Берем. Ой, далеко ушли. Давайте-ка сначала с этим поговорим с Курсионом. I still don't see это он. Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? А нельзя его с собой взять? What will be your official title on Teofredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Кирочка. Кирочка.
Ну, и чего ты такая? То ласковая, то не ласковая. Ух ты, направление. Странно. Такие указатели в городе, да? Когда есть карта. О, ящичек. Нет, не перепрыгнуть. Так, таверна. Далеко я отошел. Ну, хорошо. Как правило, каждое задание можно выполнить несколькими способами. У Десарде всегда есть несколько действий. Пойти на хитрость, довериться интеллекту, переубедить, подкупить или создать нужный предмет в мастерской. Ага. Если враг оказался несговорчивым, его можно запугать или убить в бою. Тавернкипер — это трактирщик. Почему говорит уважаемый? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to a man? 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. You can fix it. I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Сколько? 25 монет? О, шурупы есть у нас. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. Там, по-моему, не отец, а дядя богатый. Кстати, а кто отец-то? Сказали, что главный герой похож на этого, на австралиянина. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. And there you have it. You'd never guess they were once broken. Так, починить все, что сломал Константин. Угу. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate. Склад в паре кварталов отсюда. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information.
Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow who could down his pint. Anything else? Хитрый такой. Странный человек, да? Этот кузен наш разломал его мебель. Он теперь просит о деньгах, об оплате. Говорит, что хороший малый. Трактирщик, мазохист. Давайте пока этого Юнгу поищем. Так. Бушлат матроса. Уничтожить и уйти? Все. Да и лучше царапаться. Так. Берем. Все руки в царапинах. Так, дневник контрабандиста. У меня 2 новых зайца. Хотят уехать в Валес-сад, пока их не поймали инквизиторы. Усложняет работу. Думаю, смогу незаметно провести их на корабль. Придется потрудиться. Надеюсь, им хватит меня. Спрячу их пока на складе за портовым управлением. Туда-то инквизиторы в жизни не сунутся. А, я уже переоделся? Вот это да. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Ой-ой. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. Так, а привычки? What does Jonas do in his free time when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. 2 ago, in the evening, drink in the tavern. Seem out of the ordinary. Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Ну ладно. I need to be going. Не будем об остальном спрашивать. А, это он?
Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 death winds, he didn't go missing, he was taken. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof, gone. Vanished. Why didn't you intervene? To believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Report this to the captain. Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Это все? Ладно, спросим про настроение. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. Перед таверной, ага. You know, I kind of remember his face being there. Так, хорошо. Thank you, Lara. I need to be going. Перед таверной должен быть человек. Нет, не перед таверной. Странно, а почему обратно? Could I trouble you again? Have you found Jonas? Not yet, but I haven't given up. About that. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others. And when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Да, эти свидетельства какие-то все запутанные. I need to be going. Farewell. Strange story this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. В таверне. Драконова кровь. Это, наверное, растение.
tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Так, о возможном свидетеле. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches. В долги попал этот молодой юнга. Here? He would never give away his chair at his table. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Any... Все? I need to be off. Farewell. Goodbye. Странно. Так, это он? Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. 2 дня A назад. young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. That evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. That was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. What can you tell me about the boy that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Так, богатый торговец. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine. Ага, Фонтен, вот он. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no... But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Может, это этот? Сын? Так, в его доме, кстати, только жена же осталась. Ой, Кирочка. Ой, ты ласкуша. Угу. Идем сюда. Так, ладно. Давайте потихонечку, значит, закругляться. Продолжим мы сегодня, наверное, попозже. Игра приятная, мне нравится. Неплохой такой сюжет, отличная атмосфера. По-моему, очень неплохая ролевая система. Пока, значит, ощущения очень положительные. Ну, всем огромное спасибо и до встречи.